Сегодня снова пойдет речь о чудо-автомобиле Nissan Leaf, я бы даже сказал о чудо-электромобиле, который пользуется популярностью. Популярность его не падает, а только с каждым годом растет все больше и больше. Так вот, торгуемся мы за него 2 недели и пока ничего не можем взять. Чем объясняется, наверное, его популярность, потому что люди уже готовы отдать и 800, и 900 тысяч за Nissan Leaf AZE0. Потому что, вот у нас на данный момент запросы у клиента таковы. Машина от 2014 года до 2016 года. Аукционная оценка 4 балла, либо 3,5 балла, если не критичные, там какие-то вмятины, повреждения. И рассматриваем как всегда R-ку, если замена, допустим, только одного крыла, либо до одной двери, то есть без внутренних повреждений, опять же, без всяких критичных повреждений. И самое главное, 11 делений батареи. Пробег до 80, до 90 тысяч километров. С таким вот бюджетом очень тяжело взять машину с 11 делениями. Вот я открыл, давайте, допустим, у нас сегодня 30 сентября. Так, введем Nissan Leaf 2014-2016 год. И посмотрим, что у нас, какие варианты есть на завтра, на 1 октября. Вот эти вот объявления USS аукцион там обычно по одной фотографии, но при запросе присылают остальные фотографии. Но на самом деле завтра суббота, не так уж много вариантов. Давайте прям тут их 4, по-моему, всего открытых. Их сейчас и посмотрим. И самое, что сложно, это лифов торгуется много ежедневно в будние дни, но с фототабло лифов мало. А еще и с 11 делением, я вам скажу, это не так уж просто-то и найти. В основном 9-10 чаще всего попадаются. 11 деления реже. Ну вот смотрите, открываем 4,5 балла оценка, 88 тысяч пробег. И фототабло опять же нет, и в аукционном листе количество делений не указано. То есть такой вариант сразу же отпадает. Дальше смотрим. 4-бальный 15 год, 49 тысяч пробег. Маленькие вмятинки, не критичные. И опять же, количество делений, только остается догадываться, 9 либо 10 делений. Опять же, тут такой спорный случай, я бы не рисковал. Отметаем вариант. Еще один вариант. 35 тысяч пробег. Опять количество делений нет. Вот и все. И получается, на завтра не на что ставить. Понимаете, вот вроде бы варианты есть, а их как бы по факту-то и нет, потому что количество делений на табло и аукционном листе не указано, а это коты в мешке просто. Брать наугад, я такие варианты, я уже говорил во многих роликах про Nissan Leaf, где мы торгуемся, такие варианты я даже не рассматриваю. Потому что, запрос у клиента 11 делений, я возьму на свой страх и риск, купим этот автомобиль, а он придет с 8 или с 9 делениями. Не с 8, там такого года, может быть, 8 и не будет, но 9 делений, допустим, придет. И что я буду с этим автомобилем делать? Как я человеку буду его отдавать? Поэтому я такие варианты не рассматриваю и даже не рискую. Вот так вот. Вот смотрите, давайте посмотрим статистику продаж. Вообще Nissan Leaf за последние 2-3 недели. Сегодня, кстати, очень резко упал курс иены и курс доллара. Может быть, это связано с выступлением президента, может быть, еще с чем-то. Но вот до этого курс был чуть повыше. И, соответственно, цена выходила по итогу в Владивостоке тоже при разной ставке выше. Если этот курс будет держаться, то будет легче, конечно же, взять. Давайте, смотрите. 30 киловаттный не будем смотреть по статистике. Так, допустим, R-ка. 113 тысяч пробег нам не подходит, нам нужно 80-90 максимум. Вот смотрите, 50 тысяч пробег, 4-бальный. Смотрим. Открываем. 10 делений. Кстати, вот 707 тысяч рублей в Владивостоке бы он обошелся. Очень, кстати, хорошая цена для 4-бального лифа. Здесь только поврежден порог у нас. B3. И комплектация, кстати, нам нужна X либо G, забыл сказать. S нам не подходит. Вот это вообще достойный вариант. 707 тысяч
рублей. На 7000 рублей, конечно же, больше нашего бюджета, но если бы кто знал, опять же, что он за 707 уйдет, то можно было там на 10-15 тысяч рублей повысить ставку, да, чтобы он вышел в 710, в 715. Так, ну давайте посмотрим еще до 100 тысяч пробеги. Ну вот, смотрите, 73 тысячи пробег, 3,5 балла оценка, 313 тысяч йен. Он был продан. Кстати, вообще бюджетная цена, но опять же, количество делений, фото мы не видим и неизвестно, что там. В аукционном листе, опять же, не указано количество делений. Такие варианты мы не берем. Смотрите, 59 тысяч пробег, 4-бальный, 547 тысяч йен продан. Фото с табло опять же нету. Так, в аукционном листе. Ну, кстати, в аукционном листе, если я не ошибаюсь, указано 9 делений. Вот строчка 9 делений 24 киловаттный. Да, ну, надо поточнее это расшифровать, конечно, но, по-моему, здесь на 90% уверен, что это указано количество делений, 9 делений. Ну, вот он под 600 тысяч рублей в Владивостоке бы вышел, но, опять же, 9 делений это не 11, да? Поэтому такой вариант не подходит. Смотрите, комплектация G, 89 тысяч пробег, 15 год, 4 балла, 819 тысяч йен был продан. Это выйдет 742 тысячи рублей примерно по текущему курсу. И опять же 10 делений. Ну то есть смотрите, 10 делений батареи, 89 тысяч пробег, почти 90, да, 740 тысяч рублей. То есть даже 10 палочные лифы превышает наш бюджет 700 тысяч. Дальше пойдемте. Так, ну, X Aerostyle. Черный, 3,5 балла оценка. Десять делений. 710 тысяч рублей в Владивостоке он вышел. Но здесь, конечно, очень много всего. Царапины еще ладно. Здесь вот он, бочина вся крашеная. Скол на стекле. Вмятины. Ну, такой бы, наверное, вариант я все-таки не стал бы ставить под клиента. Так. 319 тысяч, Эрка, 87 тысяч пробег, 14 год. Он бы в Владивостоке обошелся 400, примерно 50 тысяч рублей. Очень бюджетный, кстати, 10 делений. Очень бюджетная цена. Но не все так, скорее всего, гладко. Потому что это Эрка. И в аукционном листе. О-хо-хо-хо! Левая бочина вся менялась. Правая бочина вся менялась. То есть, ну тут жесткая, видимо, авария была. И много очень в описании аукционного листа надо расшифровывать. Я уверен, что там внутренних повреждений куча, какие лонжероны повреждены, скорее всего. Но надо расшифровывать, это мое предположение. Но судя по тому, что вся бочина полностью менялась, даже не красилась, и левая, и правая, тут, видимо, с двух сторон жестко подмяли. Либо не одно ДТП, а два было ДТП за все время владения японцем. Поэтому такая, видимо, и цена. Ну, в общем, какой могу сделать вывод, что за 700 тысяч рублей 11 делений очень тяжело в данный момент приобрести. Это связано с тем, что и подорожал фрахт с середины, точнее, июля. Тем, кто не знает, я это еще раз напомню, что с середины июля подорожал фрахт. И поэтому цены на фрахт и расходы по Японии выросли многократно. То есть там не на 10-15 тысяч йен подорожало конкретно. Вставлю вам вставочку, посмотрите. Мне письмо приходило по этому поводу в июле. И самое неприятное, что вот там у меня один заказ был, человек уже оплатил автомобиль, автомобиль выехал, и они потом выставляют сумму, вот это письмо присылают, выставляют сумму, что нужно доплатить за фрахт. Это вот у многих такое было, кто в этот период заказал. Ну, понятно, что человек не рассчитывает же, да, все-таки, ну и ставка, соответственно, ставится с учетом старой цены за фрахт. Вот здесь, смотрите, литье, кстати, красивое. Но опять же, количество делений здесь не видно. Вот, и человек
Человеку выставляется потом дополнительный счет. Ему пришлось тоже доплатить за фрахта 21, по-моему, 500, если не ошибаюсь. То есть машина на эту сумму стала дороже. Из-за того, что фрахт подорожал, соответственно, и цены конечные автомобили подорожали. И вот очень тяжело сейчас взять Nissan Leaf в бюджет 700 тысяч рублей с 11 делениями. 9-10 делений, конечно, шансов больше. Ну, 9 делений вообще легко, я думаю, можно взять в бюджет 700 тысяч рублей. 10 делений как повезет, то есть зависит от аукционной оценки, от пробега. Тут все индивидуально надо смотреть, но шансов тоже намного больше, чем с 11 делениями. А вот 11 делений уже нужно готовить хотя бы 750 тысяч рублей. Ну, если выходить с маленьким пробегом, 4-бальный, 4,5 балла, то уже 800 и 800 с копейкой нужно готовить. Ну а так, хотя бы 750 нужно иметь, чтобы взять 11 делений. С меньшим бюджетом, там 650 даже можно не ссылаться. 700, в принципе, тоже поторговаться можно. Всплывают варианты, их очень мало, но всплывают там с 11 делениями. Но очень мало. Ну, за 2 недели, я говорю, мы пока не взяли. Но надеюсь, что в ближайшее время что-то возьмем. Так, ну вот еще одну страничку быстро прям бегло пробежимся, давайте. Так, продан. 97 тысяч пробег. Под сотню. Вот здесь, смотрите, когда 10 делений, это на пяточки, единички заканчиваются деление. Здесь не видно, то есть здесь либо 9, либо 8 делений. Сейчас посмотрим в аукционном листе. В аукционном листе 9 делений, да, указано. 9 делений батареи, поэтому ну, продался он за 655 тысяч, за 669 тысяч йен, например, 665 тысяч рублей в Владивостоке вышел. То есть вот о чем я говорю, что с 9 делениями в пределе до 700 тысяч в бюджет уложиться в принципе легко можно. Эска 804 тысячи йен, 4-бальный, 44 тысячи пробега. Но вот о чем я говорю, смотрите, пробег поменьше, 4-бальный. Причем эска комплектация, хочу обратить внимание, 804 тысячи йен. И он в Владивостоке бы обошелся 730 примерно. Эска. Количество делений 10. Представляете, 4-бальный, 10-палочный лиф, 730 тысяч рублей С-комплектации. Хотя по железу не скажу, что он идеален, несмотря на то, что он 4-бальный. Здесь есть много вмятинок. О1, видите. О1, Б2, вот вмятин. Сзади Б3 прям побольше вмятина. Поэтому я не знаю даже, почему он 4-бальный. Но аукцион такой. Не строгий. Вообще ему 3,5 балла светит больше. Вот такой вот, ребят, вывод. В общем, кто хочет в ближайшее время покупать Nissan Leaf 9-10 делений АЗЕ0 14, 15, 16 год, если хотите приобрести, то 700 тысяч рублей нужно иметь без доставки до региона. Если хотите 11-палочный, то от 750 и выше. Зависит от ваших требований по пробегу и по аукционной оценке. На этом заканчиваем. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. Пока.